Привет! Сегодня у нас экскурсия в ад. Не в переносном, а в буквальном смысле. С температурой плавления свинца, кислотным дождем и давлением, как в самом глубоком месте океана. Но вы удивитесь, когда-то Венеру считали второй Землей. Та же масса. Почти такой же размер. Рядом с нами. Логично было бы подумать, если где-то и зародилась жизнь, то там. Даже название обнадеживает – Венера. Богиня любви. Красоты. Ну что ж, богиня оказалась токсичной. И очень горячей. Это вторая планета от Солнца. До нее всего 38 миллионов километров в момент сближения. Ближе к нам не подлетает никто. И если вы сейчас подумаете, раз ближе, значит теплее, и путешествие займет меньше времени. Да. Именно это и думали первые инженеры и фантасты. Только оказалось, что на Венере солнечные батареи не работают. Металл плавится. Парашюты рвутся. А зонды превращаются в кипящий суп. При этом, на первый взгляд, Венера идеальна. Почти такой же диаметр, как у Земли. Есть атмосфера. Почти круглая орбита. Даже гравитация 90% от земной. Только есть нюанс. Все остальное – ад. Да и атмосфера там не жизнь дающая, а жизнь уничтожающая. Этот выпуск не про мечты, а про расчеты. Про логистику, давление, материалы и здравый смысл. Почему Венера красивая на вид, но смертельно опасная внутри? И почему инженеры, заглянув под ее облака, резко посмотрели в сторону Марса? Венера – странная дама. Она вращается в другую сторону. Если бы вы там стояли, а вы бы там не стояли, но представим, то увидели бы, как Солнце встает на западе и садится на востоке. Но это еще не все. Венера так медленно крутится, что ее сутки длятся дольше года. Один оборот вокруг своей оси – 243 земных дня. А вокруг Солнца всего 225. То есть, она успевает облететь Солнце, не повернувшись к нему спиной. С инженерной точки зрения – катастрофа. На Венере нет нормального дня и ночи. Есть долгий, мучительно жаркий денек, и такая же долгая, но все равно жаркая ночка. Потому что атмосфера успевает разогреть всю планету вне зависимости от освещения. Все это убивает любую попытку создания дневных или ночных баз. Где бы вы ни построили здание, оно будет находиться под прессом тепла и давления месяцами. А потом, под теми же условиями, только в темноте. Красота. Кстати, вот интересный факт. Несмотря на вращение в другую сторону, Венера почти не имеет наклона оси. У нее нет сезонов. Весна не наступает. Зима не приходит. Там просто одно и то же адское лето, 470 градусов и никакой надежды. Поэтому, когда кто-то говорит, а давайте поставим там солнечные панели, хочется спросить, на что вы их поставите? И в какую сторону? И зачем, если даже днем свет толком не проходит сквозь облака? Казалось бы, вот он, Меркурий. Первый от Солнца. Самый ближний. Прожаренный по всем законам физики. А вот Венера на втором месте. Подальше. Но угадай, где жарче. Спойлер, не у Меркурия. У Венеры стабильные плюс 470 градусов Цельсия. Постоянно. Даже ночью. Даже на полюсах.
даже если отключить фантазию. Почему? Причина первая – атмосфера. Очень плотная. Очень злая. У Меркурия нет атмосферы. Тепло днем приходит и улетает в космос. Ночью там минус 170. А вот у Венеры атмосфера есть. Да такая, что как термос, обернутый толстым слоем ваты. Свет проходит сквозь облака, достигает поверхности, а обратно не выходит. Все тепло запирается внутри. Парниковый эффект только в масштабе «сожги все живое». Причина вторая – углекислый газ, 96% атмосферы. Атмосфера Венеры почти полностью состоит из углекислого газа. А углекислый газ – это идеальный парник. Он поглощает инфракрасное излучение и нагревает, нагревает, нагревает. И никто не открывает окно. Причина третья – облака, злая вата из серной кислоты. У Венеры облака не отражают все. Они часть проблемы. Свет проникает, тепло остается. Слои атмосферы перемешиваются, но не выпускают наружу. Получается такой себе кислотно-градусный блендер с закрытой крышкой. Итог: Венера – это не плита, а скороварка на максимуме. У Меркурия днем 430 градусов. Но ночью минус 170. Среднее. Так себе. А у Венеры 470. Везде. И всегда. Поэтому, если вас вдруг пригласят в тур на одну из этих планет, Меркурий вас просто обожжет. А Венера медленно зажарит в серной бане под давлением в 92 атмосферы. Атмосфера звучит как что-то хорошее, правда? На Земле мы ей дышим. На Марсе ее не хватает. А на Венере ты не то что не вдохнешь, ты даже не доживешь до вдоха. Состав. Начнем с главного. 96,5% углекислый газ. Почти как в выхлопной трубе грузовика. Остальное – азот. И немного серной кислоты. Да, именно той, что разъедает кожу, металл и надежды. Слои облаков на высоте 45-70 километров – это не водяной пар. Это аэрозоли серной кислоты. Представь, ты спускаешься в атмосферу и попадаешь в кислотный туман. А потом в жаровню. А потом в бетонный пресс. Ну и отпуск. Реакции. Это не просто кислота. Она вступает в реакции с материалами. Даже титан и нержавейка коррозируют в ее облаках. Любая техника должна быть герметичной, кислотостойкой и морально готовой сгореть за пару минут. Проблема вентиляции. Представим, у вас суперскафандр. Все выдерживает. Но вы все равно не можете дышать. Потому что внутри чистый углекислый газ. Он не просто ядовитый, он удушающий. Даже при 5% концентрации человек теряет сознание. А здесь 96%. А еще облака скрывают все. Из-за плотности атмосферы Венеры и ее поверхность невозможно увидеть в оптическом диапазоне. Все, что мы знаем, это результат радиолокации и инфракрасной съемки. У нас нет настоящих фото с орбиты. Только картинка, пробитая сквозь кислотную вату. Короче. Атмосфера Венеры – не воздух. Это удушающая, коррозионная, плотная, ядовитая смесь, запертая в парниковой ловушке. Без скафандра – смерть за секунды. Со скафандром – за минуты. С кораблем – за пару часов. Да и то,
если повезет. Представь, ты стоишь на Венере. Нет, подожди. Представь, ты банка сардин, только снаружи. Давление на поверхности Венеры 92 атмосферы. Это как если бы на тебя легли 1000 метров океана. Целый километр воды сверху, сбоку, изнутри. Для сравнения, на дне Марианской впадины около 1000 атмосфер. Но мы туда не ходим. А на Венере это просто уровень Земли. И что это значит? Все, что не рассчитано на подводную работу, будет сплющено. Обычный корпус треснет. Кабина самолета смята. Даже бронетехника не выживет без адаптации. Сюда не подойдут ни земные парашюты, ни оболочки от зондов. Все должно быть рассчитано, как для глубоководной субмарины. Только вместо воды раскаленная кислота. Пример зонды Венера-13 и Венера-14. Советские инженеры героически решали эту проблему. Толстые титановые оболочки. Амортизаторы. Минимум подвижных частей. В итоге зонд выжил 127 минут. И это до сих пор рекорд пребывания на поверхности. С тех пор ни один зонд так долго там не жил. И это при том, что конструкцию проектировали на выживание в аду. В буквальном смысле. Инженерный итог. Любая миссия на Венеру – это не приземлиться. Это внедриться, выжить и не расплавиться за 5 минут. И все материалы, соединения, резинки и винты должны быть рассчитаны не только на жару и кислоту, а еще и на то, что вся атмосфера хочет тебя раздавить. После всех этих, почти как Земля, пора заглянуть под облака. Когда облака рассеяли радары, ученые увидели вся поверхность – застывшая лава. 80% – вулканические равнины и потоки. И это не в прошлом. На снимках – следы свежих извержений. Рельеф меняется. Некоторые кратеры – как будто вчерашние. Активность без плит. У Венеры нет тектоники плит. Но вулканы работают по принципу скороварки: разогрев, накопление давления, хлоп и 700 километров лавы. Так рождаются живые потоки на мертвой планете. Современные миссии проверяют гипотезу. Да Винчи, Веритас, Акацуки, Шукраян. Все они с разной стороны смотрят на один вопрос: а вдруг она все еще жива? Если да, то Венера становится единственной активной планетой без магнитного поля и без воды. Что уже само по себе странно. Ну окей. Допустим, мы захотели туда залезть. Советы уже были. СССР не просто пытался. Он сажал зонды, они жили, передавали звук, фото, химию и умирали с достоинством. Максимум 127 минут. На планете, где плавится Титан, в 1982 году. Что с современными подходами? НАСА снова греет интерес. Да Винчи упадет в атмосферу, Веритас сканирует сверху, концепты типа Хавок мечтают о дирижаблях в облаках. Идея – жить не на поверхности, а в слое на высоте 55 километров, где плюс 30 градусов по Цельсию и давление почти как на Земле. Даже кислотных дождей там нет, испаряются выше. Звучит круто, но есть нюанс. Ветер 360 км в час, атмосфера, яд, упасть вниз, значит сгореть, подняться некуда. Любая авария, и ты превращаешься в кислотный омлет. Мы много чего пережили. И кислотные облака, и 470 градусов нежного жара, и давление, способное сплющить танк до состояния пельменя.
Все это была Венера. Планета, которая выглядит почти как Земля. И при этом делает все, чтобы ты туда никогда не попал. Слишком жарко. Слишком ядовито. Слишком плотная атмосфера. И никакой связи, буквально. С инженерной точки зрения, это кошмарный симулятор ада. Любой проект тут не просто колония, а борьба за секунды выживания. Смысла почти никакого. Ценности только научные. Да и то. Если хочешь просто поплавить оборудование за миллионы долларов, Венера ждет. А если хочешь построить что-то долговечное, лучше глянь в сторону Луны, Марса или хотя бы орбиты. Венера, как токсичное свидание, красивая издалека, но внутри только боль, кислота и вечный парниковый эффект. Так что давайте честно. Мы не собираемся колонизировать Венеру. Ни завтра, ни через 100 лет. Это не недостаток амбиций. Это признак того, что у нас есть мозги. А значит, в следующем выпуске будет другая планета. Не менее опасная, но с чуть большим шансом на здравый смысл. Увидимся в космосе.